Привет, друзья! Итак, сегодня я хотел бы рассказать вам о детском джипе. Наверняка у многих есть дети, и детские автомобильные аккумуляторы – незаменимая вещь при прогулках за городом, в парках. Ну а также это первая стадия к обучению езды за рулем детей. Значит, мы много-много раз ездили в детские магазины при выборе детских автомобилей на аккумуляторе и основывались на том, какая должна быть подвеска, какие сиденья у автомобилей аналогичных. Ввиду того, что мы живем за городом, мы, конечно, обращали внимание на клиренс автомобиля, на то, чтобы был полный привод. И, естественно, на ресурс аккумулятора. В данном случае мы остановились на автомобиле Monster Truck. Почему? Потому что у него достаточно высокий клиренс, у него 4 мотора на каждом колесе по своему мотору. У него достаточно мягкая подвеска, то есть это не псевдопружины, а настоящие пружины с амортизацией. Также у него достаточно большие колеса, и колеса выполнены из пластика, но пластик мягкий, то есть он проминается, и, соответственно, он не так дребезжит на дороге. Автомобиль оснащен дверьми, кожаным сиденьями. Я, правда, не понимаю, зачем производители делают 2 сиденья в автомобиле, если находится руль посередине. То есть, соответственно, ребенок сидит один, вдвоем не поездить на этом автомобиле. Но это уже вопросы к производителю. У него достаточно яркий свет, то есть все фонари горят, подсветка, фары, все диодное. Также в автомобиле присутствует багажник, который открывается, в него удобно складывать игрушки, но нам пока рановато, потому что нам еще только годик исполнился. Также у него присутствует отсек под капотом, где располагается огромный ящик, куда также можно положить игрушки, какого-нибудь мягкого мишку. У него достаточно мощный бампер, то есть он не, если ударится, ребенок не повредится. То есть бампер сам по себе выглядит массивно, но он мягенький, то есть он самортизирует. У него достаточно хорошая подвеска, то есть она металлическая, не пластиковая. Выполнена, я думаю, что из алюминия. Также, что очень удобно, это сзади находится ручка, то есть автомобиль, если нужно куда-то перекатить, затащить вручную, то можно взять за ручку и спокойно его передвинуть. Также самое необходимое, на что мы обратили внимание, это пульт дистанционного управления. То есть ввиду того, что у нас ребенок маленький, естественно, он сам управлять автомобиль не может. И при помощи данного пульта он может держаться за руль, а родители могут управлять автомобилем. Соответственно, на пульте есть кнопка выбора скорости. Там 3 скорости. Медленная,
средняя и уже высокая скорость. Самая высокая скорость это порядка 8 км в час. Достаточно удобно. Также у него присутствуют повороты лево-право, вперед-назад и кнопка стоп. То есть машина фиксируется на месте. Тормоза у него нет, но он тормозит за счет электрического двигателя. Итак, посмотрим, из чего он работает. Снимается сиденье. Под сиденьем находится отсек, где расположен аккумулятор. Конечно, у нас в планах поменять аккумулятор на более мощный, но на сегодняшний день этого аккумулятора достаточно. То есть аккумулятор работает час-полтора, то есть это достаточно хороший показатель для электрических автомобилей детских. Заряжается он порядка 10 часов, полная зарядка. Но по сути, как бы, когда маленький ребенок, он больше 1,5 часов не будет кататься. Но в последующем, ввиду того, что очень удобный отсек, можно будет вынуть старый аккумулятор и поставить уже большой от автомобиля. Ну, наверное, от джипа не получится поставить, а от легкового автомобиля он войдет легко. Итак, чем оборудован автомобиль в салоне? У автомобиля есть руль, выполненный из пластика, гудок, одна педаль газа, ключ. Кстати, очень интересный ключ Ford. Настоящий металлический ключ с замком. Супер ключ. Также переключение полного и заднего привода, паркинг, нейтраль и драйв. Также у него присутствует задняя скорость. Также у него присутствует аудиосистема. Аудиосистема поразительна, но супер качественная. То есть все работает, громкость достаточно хорошая. То есть автомобиль слышно издалека. Также у него присутствует выход AUX, то есть можно подключить какое-то внешнее устройство. Карточка памяти вставляется, то есть можно вставить карточку памяти с музыкой. Вставляется флешка. Флешку вот я вставлял уже. Также у него присутствует Bluetooth, то есть можно через Bluetooth включать музыку и штатный набор песен. Также радио. То есть все достаточно гармонично, интересно и удобно. Что еще рассказать про данный автомобиль? Наверное, мы уже приступим к запуску двигателя. Здесь два положения. Первое положение включает зажигание, то есть на автомобиле можно ездить. Второй поворот ключа уже включает фары непосредственно. Сейчас попробуем включить сразу фары, потому что вот, то есть мы машину завели, у нас включились фары. Фары достаточно яркие, то есть в темноте будет хорошо видно. Сейчас включилась музыка с флешки. Вытаскиваем флешку. Bluetooth mode. Bluetooth включился. FM mode. Радио. Радио, ввиду того, что мы в гараже, сейчас не будет работать.
Также у него присутствует Music. музыка. Another Это стандартная музыка, которая закачана уже в автомобиль. То есть тачка реально крутая. У нее все горит, все открывается. Но единственное, что бы я хотел отметить, я сейчас выключу. Что бы я хотел отметить, это то, что написано в документации для детей от 3 до 8 лет. Это, конечно, ребята-производители борщинули, потому что автомобиль не настолько большой, чтобы 7-летний ребенок катался на нем. То есть для годовалого, для 2-годовалого, для 3-годовалого ребенка это нормально, но для 7-летнего подростка, уже можно сказать, этот автомобиль, конечно, не подойдет. Итак, дальше мы сейчас будем проверять его. Сейчас мы посадим за руль моего сына, и он будет показывать, что он может, этот автомобиль, в зимний сезон. То есть он будет гонять по снегу, по сугробам. Мы его уже испытывали по воде, по снегу и по сугробам, по песку. То есть он едет хорошо, не ломается, и грязь, песок не забиваются у него ни в колеса, ни в моторы. То есть ничего не скрипит, все отлично работает. Итак, приступим.